Всем привет, ребят, с вами Тхеймдаль. Хочу поделиться с вами своими первыми мыслями о Фрейе. Фрейя больше всего похожа на Эко. Как и Эко, Фрейя способна наносить взрывной урон как на большой дистанции, так и вблизи. Оба героя неплохо спамят издалека, и оба имеют неплохую подвижность для занятия выгодных позиций. Слабостью Фрейи, как и слабостью Эко, является уязвимость. У героя 225 здоровья, и, несмотря на большое количество способностей к перемещению, я бы не сказал, что мобильность ее спасает. Если вы окажетесь в стане оппонента, или близко к вражеским дайверам, или мобильному танку, то едва ли вам получится уйти от смерти, как это может сделать Генджи или Трейсер. Не стоит забывать и про большой хитбокс Фрейи, делающий ее еще более легкой добычей. Однако, в отличие от Эко, Фрейе не нужно подлетать близко к герою, чтобы его убивать. Она способна угрожать расправой и на самых дальних дистанциях. Ее основная комбинация для убийства – подлет, разрывной болт, рывок, разрывной болт, рывок, разрывной болт. При попадании в тело разрывной болт наносит 40 урона и затем 90 от взрыва. Так что если вы попали двумя такими по любому 250 хп врагу, то он отправляется в комнату возрождения. Конечно, у взрыва есть задержка, и можно успеть спасти героя, но постоянно считаться с такой угрозой тяжело. Особенно если учесть, что Фрейя далеко не обязательно рассчитывать на сброс перезарядки взрывного выстрела с помощью рывка. Сам по себе такой выстрел перезаряжается не так уж и долго. Левый клик, как по мне, немного филлерная способность до взятия первого таланта. Я предпочитал брать талант на замедление от попадания тремя обычными выстрелами. Замедление оказалось довольно эффективным против танков, в основном из-за простоты применения. Второй талант я предпочитал брать на бесплатный рывок после подлета. Это не только добавило дополнительный разрывной болт в стандартную комбинацию, но и усиливало подлет как способность на отход. Кстати, с этими двумя перками любому танку не поздоровится, если вы решите по нему пострелять. Мало того, что вы можете танка чуть ли не ваншотнуть, так еще и замедляете его на отходе. Ульта у Фрей схожа с ультой Трейсера. Она быстро накапливается, но ее применение крайне ситуативно, и ей нужно хорошо попасть. Задержка перед выстрелом делает эту задачу довольно сложной. Более того, если вы не попадете прямо в героя, то толку от этой ульты будет немного. Только прямое попадание навешивает эффект заземления, схожего с флешкой ковбоя, и делает полный урон. В моих недолгих плейтестах я не так много времени поиграл против Трейсер и Соджорн. На мой взгляд, именно эти герои, а также может быть Генджи и Кэс, могут хорошо играть против Фрейи. В общем, мы имеем стеклянную пушку с абсурдным количеством урона, которую не так легко использовать из-за уязвимости героя и высокого потолка умений. Хотя каждый может взять Фрейю и пострелять издалека, для полной реализации потенциала героя необходимо много на ней наиграть. Я думаю, что правильный тайминг обычного выстрела между взрывными, более близкие позиции и агрессивная игра – это лимиты, которые предстоит найти лучшим игрокам мира для наиболее эффективной реализации скандинавки. И напоследок добавлю про себя. Хоть я и не фанат Эко, Фрейя мне понравилась. Вполне возможно, я буду играть на этом персонаже после ее релиза. Как обычно, спасибо большое моим подписчикам за поддержку и зрителям за просмотр. Всем хорошего дня и пока.